этом видео мы с вами оформим мордочку для нашего котика. И сначала я расскажу, что нам для этого понадобится. Конечно же, сама голова котика, ушки, немного нити той пряжи, из которой вязали саму игрушку. Для вышивания бровей, усиков я взяла нить черную Канарис от Ярнард. Для вышивания носика я возьму пряжу Vita Cotton. Также понадобится немного совсем белой нити. Это у меня, по-моему, детская новинка от Пихорки. Понадобится большая игла, ей я буду делать утяжку мордочки. Игла поменьше для вышивания носика. Также, конечно, понадобятся ножницы, английских немножко булавочек. И если вы тоже будете делать тени, украшать мордочку, то понадобится еще тени. У меня это обычные тени для век в коричневых тонах. Ну и, конечно же, я возьму кисточку. Так, ну вроде я ничего не забыла. Давайте приступим. Для начала давайте английскими булавочками отметим те места, где мы будем делать утяжку глаз. Тут ничего отсчитывать ряды никакие не нужно. Просто вставляем сюда булавочку и внизу глазика также. С этой стороны делаем точно так же. Так. Вот так это выглядит. С этой стороны отметим также эти места. Все, в этих местах мы будем делать утяжку, чтобы у нас было вот так. Я уже одела нить в иголку. И сначала будем утягивать внешние уголки глаз, затем внутренние. Вводим иголку и выводим ее в эту точку. Так. Оставляем здесь нити. Дальше вводим в эту точку. Вводим нить обратно. Угу. Теперь еще раз сделаем то же самое. Вводим сначала в эту точку. Наполнитель вылазит, но я его потом уберу. И опять в эту. И слегка утягиваем. Главное не перестараться, то нить порвется. У меня так бывает очень часто. Здесь можно сразу немножко закрепить, связать с этой нитью кончиком. Угу. Так. Угу. Потом еще немножко утянется. В любом случае мы еще будем туда вводить иголку. Приступим ко второму глазику. Вводим также сначала верхнюю точку. Так, у меня ЧП запуталась. Угу. И затем вводим уже в нижнюю. И повторим еще раз. Сначала верхнюю точку. Затем в нижнюю.
И подтянем это дело. Здесь помогайте пальчиками. И я также завяжу здесь узелок. Это что такое? Так. Так. Теперь будем утягивать внутреннюю сторону глазиков. Сначала выводим верхнюю часть. Там будут нам немного, конечно, мешаться, который от глазиков закрепляет крепление. Так. Теперь вводим в нижнюю. И хорошенько стягиваем. Повторим еще раз. Так, вводим сюда. И подтягиваем. Также можно опять завязать узелок. И теперь делаем то же самое со вторым глазиком. Вводим сюда иголку. А затем сюда. Подтягиваем и еще разок. Главное смотреть, чтобы утяжка была одинаковая. Вроде у меня все одинаково. Сделаю еще узелок. Угу. Так, ну вот пока как-то так. Теперь я отмечу, чтобы вы понимали, куда я буду вводить иголку. Будем вот эти места еще убавлять, то есть утягивать. Я вставлю иголочку вот сюда. Вот. И вот сюда. Нам нужно, чтобы эта часть тоже немножко ушла. Так, здесь то же самое. Угу. И вот сюда. Да. Сначала вводим верхнюю часть. А затем в нижнюю. И для верности повторим то же самое. Так. Так, ну и со вторым глазиком сделаем точно так же. Вводим сюда.
а затем сюда. Повторим. Так, теперь, когда сделали утяжку глаз, я сейчас закреплю эту нить, нам нужно будет сначала вышить носик, а потом сделать еще утяжки. Поэтому иглу и нить не отрезаю, иглу оставляю. В общем, нам нужно сначала будет вышить носик. Итак, нить я вдела в иголку поменьше. Теперь сделаем разметку нашего носика. Вот от глазика буквально тут один столбик в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, 6. Теперь отпускаемся на 2 ряда и ищем серединку этого носика. Раз, два. Вот она. Здесь будет находиться наш носик. Берем иголку с ниткой. Вообще носик для меня это интригующее занятие. Он мне постоянно получается разный, и я не знаю, что у меня получится в конце. И вообще у меня бывает, что я перешиваю его несколько раз. Вводим иголку в нижнюю часть, теперь вводим в эту. Так. Теперь вводим сюда. И выводим в середину опять. Укладываем его здесь. Это мы делаем разметку нашего носика. Теперь опять вводим иглу сюда и здесь выводим. И теперь вот эту иголочку, ниточку прокладываем сюда. Вводим опять иглу в середину и выводим ее над носиком. Все. Это разметка нашего будущего носика. Теперь стежками будем вышивать сначала одну сторону носика, затем вторую. Так, секунду. Ну что, приступим к вышиванию носика. Укладываем нить и стежками аккуратненько. Вот у нас здесь этот ряд, можно ориентироваться по нему. Будем вышивать наш носик. Я сильно особо не затягиваю нить, но и не делаю ее сильно слабой, потому что когда мы делаем много стежков, она начинает волниться, и носик получается волнистый. Мне это как бы не особо нравится. Ну, тут уже на ваше усмотрение, конечно. Теперь по границе носика потихоньку вышиваем. Так. Следующее. Прям вот по границам. Если с первого раза не получится, ничего страшного.
Как я уже говорила, у меня тоже не всегда сразу получается. Приходится распускать и вышивать его заново. Так, ну давайте вышьем носик до вот этого места. Так, ну что ж, первую половинку носика я осилила. Теперь вводим иглу сюда и выводим ее вот обратно в середину. Так. Главное сюда попасть рядышком. Так. И теперь вышиваем вторую половинку носика. Эту ниточку можно, в принципе, ее сюда спрятать, сейчас протянуть, чтобы она не мешала. И точно так же, как вышивали первую половинку, вышиваем вторую. Делаем все то же самое. Так. Ну, в общем, давайте вышьем вторую половинку носика. Так, ну вот, мой носик готов. Сейчас я эту иголку введу сюда, то есть кончик, и выведу ее из головы. Ужасный наполнитель, это всюду лезет. Так. Ну, в общем, как-то так. Нить отрежу. Тот кончик, видите, я сюда вставила иголочку и вывела его сюда вот. Здесь мы сейчас их свяжем между собой, слегка не затягивая, чтобы не перетянуть нос. Так, ну теперь сделаем вот здесь утяжки, побольше щечки и ротик. От носика отступим 3 ряда. 1, 2, 3. Вот наша серединка. И мы вставим вот сюда маркер и через 2. Так. И на ряд пониже. Так, ну вроде ровно. Так. Теперь под глазками внизу глазика прям сюда и через буквально столбик еще. То же самое сделаем здесь в уголу глаза и через столбик еще. Так, ну вроде одинаково. Так, берем нашу иголку с той же нитью. Сейчас, секунду, я это уберу. Так, вводим иголку сначала в эту точку глазика. Так. Затем в эту. И выводим в ротик, в верхнюю часть. Так.
Угу. Убираем. Подтягиваем немного. Затем вводим иглу в нижнюю часть ротика и выводим уже в этот глазик. Подтягиваем. Теперь сюда и проделываем все то же самое. Так, теперь в эту часть рта. И повторим все то же самое, чтобы укрепить. Можно сначала сюда вывести. Подтянуть. И сделать все то же самое. Сначала выведем сюда иголочку. Подтягиваем. Затем сюда и верхнюю часть рта. Затем в нижнюю и выводим под глаз, под следующий глазик. И опять, где у меня? Вот она. Хорошенечко подтягиваем. Тут помогаем. Вот так. Как-то еще хорошенечко подтяну. Нитку я закреплю сейчас и отрежу. Я тут подумала, может быть, сделать, чтобы носик был немножко вздернут вот так. Давайте мы вот здесь еще сделаем небольшую утяжку, вот прям в районе носика. Ну, это, конечно, как вам нравится. Я вот решила так сделать. Сейчас попробую, что у меня из этого получится. Что опять ЧП. Так. Секунду, распутаюсь. Так, я распуталась, вывела сюда нить и теперь вот так ее проложу. Так. И выводим также вот с краешка глазик носика. И прям вот так вот. Видите, он более вздернутый у нас носик получился. И за счет этого вот эта часть ротика тоже приподнялась. Она была не совсем одинаковая у нас. В принципе, и не сильно видно. Вот, как-то так. Все, давайте закрепим нить и будем вышивать глазки.
Так, я вставила белую нить в большую иголку. И будем здесь вышивать белым. Здесь, в принципе, отмечать не стоит. Тут как вы хотите, насколько у вас больше было. Я примерно хочу, чтобы вот так вот было. Наверное. Да. Вхожу сюда, вот прям возле самого глазика. Чтоб ниточка у нас легла. Да, вот так. И теперь вот сюда я ее введу. Так. Немножко подтяните, чтобы она там улеглась. Так, и теперь с этой стороны точно так же. Угу. Так. И вот сюда. Так, у меня получилось не одинаковое. Я ее вытаскиваю и исправляю. Так. Вот, теперь, да, теперь вроде одинаково. Нить отрезаю, закрепляем. Немножко совсем подтянув. Все. Теперь перейдем к верхней части нашего глазика. Сейчас я вставлю в большую иголку нить, сделаю ее в 4 сложения, чтобы здесь было более четко видно наше веко. Итак, я сложила нить в 4 сложения. Так, ну, я хочу, чтобы у меня начиналось отсюда, так как я хочу сделать, чтобы оно было вот так вот примерно, полностью не ляжет, то есть оно будет нить сюда уходить. Приклеивать я ничего не хочу, поэтому я сначала проложу нить до сюда, затем вернусь и уже проложу вот в этой части. Так. Теперь нам нужно прям так же возле глазика постараться выйти. Так, не туда. Так, попала. Угу. Так, теперь нужно как-то вот уложить ее и уже вернуться сюда. Немножко подтяну, чтобы улеглось. Теперь вернусь, но буквально прям совсем рядом, чтобы было меньше видно этого перехода.
И проложу вот так, примерно на раз, два, и можно сюда ниже. Нет, ну вот давайте я сделаю сюда. Посмотрим, что получится. Если что, всегда все можно исправить. Так, ну вот, как-то так. С другой стороной глазика я, конечно же, сделаю все то же самое. Так, ну второй глазик я вышила, закрепила нить. Я потом еще буду добивать голову, что у меня вообще там пусто стало. Ну да ладно. Давайте теперь оформим брови. Ну, это будет примерно раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. Где-нибудь вот так. Между 11 и 12 рядом. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Да. Теперь в стороны отсчитаем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. И вот в нижний ряд вставим иголочку. Также здесь раз, два, три, четыре, 5 и вот сюда. Нить я сложила в 2 сложения. Вводим сначала в верхнее, выводим, вставляем сюда, выводим с этой стороны сначала в нижнее, а затем верхнее. Так, смотрим, чтобы легли одинаково. Ну, в общем, как-то так. Здесь немножко подправлю. Угу. Вроде ровно. Так, между собой свяжем и будем вышивать усики. Вообще усики можно, конечно, сделать и из лески. Я вам даже сейчас покажу вариант с леской. Я как-то вязала котиков очень давным-давно и сделала усы из лески. Но мне не нравится, как они торчат. И вообще, если, мне кажется, будет ребенок играть, вот это вот, ну... Если хотите, я могу снять мастер-класс, как я делала такие усы, как крепила их. Но на этот раз я решила все-таки их вышить. Введем иголку сюда, наверное. Тут как будут располагаться усы, в принципе, ну, как вам нравится, без разницы, по сути-то. На вкус и цвет, как говорится, карандаши разные. Выведу сюда. И одно усико вот так проложу. Выведу обратно в эту же точку. Так. Что? Угу. Второе усико я сделаю чуть подлиннее, например, сюда. Выведу в эту же точку. Вывела. Секунду.
Так, я исправила ЧП. И третий усик на расстоянии первого. И выводим уже сюда, на эту сторону. И вышиваем усики точно так же, как и с той стороны. Вот так. Я вторую часть усиков почти сделала. Теперь ввожу сюда иголку и выведу ее в серединку носика. Так. И теперь сделаем вот так. Введем в ротик. И совсем чуть-чуть подтянем. Здесь нужно уложить, чтобы лежало ровненько. Вот так. Ниточки закрепить и отрезать. Ну что ж, наша мордочка почти готова. Осталось ее затонировать, если, конечно, вы будете тонировать. Я взяла обычные тени для век. Начинать я буду со светлого цвета, потому что если сразу приступить к темному, мне кажется, потом будет тяжело это дело растушевать и будут круги под глазами. Поэтому я сначала вот здесь, по внутренней стороне глаза, наношу тени. Немного уведу сюда. В принципе, тут затонировать можете по своему вкусу. Да и в принципе не все любят тонировку. Под носиком немного этого цвета. Создадим тень. Пройдемся по усикам. Со вторым глазиком, естественно, поступаем так же. Теперь я возьму тени чуть потемнее и также, но уже прям по чуть-чуть нанесу и буду растушевывать. Вот эти более потемнее тени я уже под глаза наносить не буду. Ну, хотя посмотрим, как получится. То есть темными тенями уже, которые прям потемнее, аккуратней. Также нанесу внутри глаза. Здесь я уже ими не буду. Боюсь создаться эффект темных кругов. Совсем чуть-чуть
под носиком. Так, ну а теперь перейдем к более темным теням, но их совсем чуть-чуть. Я сделаю буквально небольшой контур прям по контуру носика. Прям совсем чуть-чуть. Как бы создавая тень. Я, конечно, не художник, от слова совсем. Делаю, как вижу, как могу. Если из вас есть кто-то художники или, в принципе, умеет это делать, это будет вообще замечательно. Может, в комментариях подскажете, как лучше сделать. Так. И прям совсем чуть-чуть сюда добавлю. Так, ну и ротик. Затонируем ротик. Его можно темным сделать. Ну, как бы же тень падает. Поэтому, я думаю, вот так сделаю. Слегка растушую. Как-то, наверное, вот так. И прям в краях, в начале усиков добавлю. Угу. Чуть-чуть. Прям. Так, ну, у меня не совсем удачно ровно. Нужно будет еще подрастушевать. В общем, довести еще дело до ума, так скажем. В общем, как-то так у меня получается. Ну, я так, наверное, и оставлю. Ну что, нам осталось пришить ушки. И голова нашего котика будет готова. Так, ушки. Ну, их
пришить, как на каком расстоянии, все-таки, наверное, решать вам, кому как нравится. Ну, у меня приблизительно будет вот здесь. Так, это получается 1, 2, 3, 4 и между 5 и 6. Ушко можно и так положить, и сяк. То есть тут как вам больше нравится. Так, ну, я пришью вот так. То есть иголочка у меня стала на чуть ряд ниже от бровей. Так, и вторая, 1, 2, 3, 4, 5 будет точно так же. Вот. Сейчас я ставлю нить в иголку и пришьем ушко. Итак, пришивать мы будем ушко не за обе части детали сразу, а сначала вот за эту часть, то есть которая ближе к нам, и потом только вторую. Пришивать будем обычными стежками. Так, захватываем верхнюю часть и потихоньку пришиваю. Так, сзади ушко у меня пришито. Теперь отгибаем его. И не вот за этот ряд, за который пришивали, а за следующий пришиваем уже передние вот эти петли. Также стежками. Так. Так, ну, я ушки пришила, здесь нить закрепила, несколько раз вывела по голове ее и там спрятала. В общем, вот такой котик получился. Можно, чтобы ушки были вот так, наверное, так больше на мышку похоже, либо вот так. То есть, ну, как уложите, так они будут лежать. Спасибо, что связали его вместе со мной. Надеюсь, он вам понравился. Если да, ставьте лайк, комментируйте. Если еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Буду благодарна вам за поддержку. Всем ровных петелек и хорошего настроения.